Сегодня мы попробуем проникнуться тем самым знаменитым духом античной Греции и настоящего непляжного Крита, который погрузит нас в его историю и культуру. А для этого посетим 3 небольших критских горных деревни: деревню Спили, деревню Маргаритес и небольшой поселок Апостоли. И помогут нам в этом чудесные гиды агентства Маркидес, Костас и Барбара. Барбара сможет рассказать вам о Крите на английском и немецком языках и сделает это невероятно красочно и интересно. Hello, my name is Konstantin and I sitting here with a beautiful girl, Svetlana. Hello. Hello. So let me show you the beautiful Crete. So, hello, my name is Barbara. I'm working at Markidis Travel. I would like to welcome you here on Crete, on our beautiful island. Just see how beautiful our nature is. And you're always welcome, all people from Russia. I send you a great hello if you want to visit us. Thank We're you. here for you. Thank you, Barbara. Ну вот мы и познакомились. И Барбара, и Костас радушно приглашают нас посетить их чудесный остров, красота которого, я в этом совершенно убеждена, навсегда поселится в вашем сердце. Автобус у агентства компактный и очень маневренный, и мы прибываем на нем в селение Спили. Главная достопримечательность Спили – это фонтан с львиными головами. О нем ходят легенды среди местного населения. В частности, о том, что если вы отведаете воды из этого фонтана, то обязательно помолодеете и обретете долголетие, которое так свойственно жителям этой деревни. На самом деле вода в фонтане питьевая и собирается в него из чистых горных источников. Пить, друзья мои, я эту воду вряд ли решусь. Мне еще памятна вода из ледников в Абхазии. А вот умыться умоемся. Напишите мне потом, на сколько я лет помолодею к следующему ролику. Улицы горных деревень Крита все время поднимаются вверх. Я спрашиваю Барбару, когда же мы сможем прогуляться по чему-то более ровному. Барбара смеется и отвечает: никогда. Поэтому вам стоит заранее позаботиться о чем-то более серьезном, чем пляжные шлепки. Группы Барбары и Костаса очень интернациональные, и для жителей России это шикарный шанс подтянуть английский и немецкий в самой что ни на есть родной среде, потому что Барбара переехала на Крит из Германии. Самое интересное, что даже в такой многоязычной группе вы, скорее всего, найдете с кем поболтать по-русски. У меня в первый раз это оказались очень дружелюбные и гостеприимные чехи, которые опознали меня как брата по разуму и громко начали скандировать какие-то радостные речевки, найдя весьма быстро среди своей компании девушку, которая вполне хорошо владела русским. Во второй раз удивительная семейная пара из Литвы. Кстати, на самом Крите русский язык достаточно часто можно встретить и среди местных жителей. Например, продавец в небольшом магазине косметики на набережной опознала меня достаточно быстро и предложила не ломать язык и перейти на родной. Девушка оказалась с Урала. Когда мы с вами удаляемся от моря, то видим то, чем остров Крит жил все это время и, наверное, будет жить еще не одну пару сотен лет. Это весьма традиционные промыслы, которые мы можем встретить в любой аграрной стране. Сельское хозяйство, разведение оливок и производство оливкового масла, животноводство, пестование овечек и производство овечьего сыра и, конечно, ткачество. Поэтому самыми часто встречаемыми товарами будут тканые полотенца и покрывала, и фантазийные ковры и разнообразные коврики, оливковое масло и специи, дары моря и, конечно, керамика. Но о ней мы поговорим чуть позднее. Пока присмотримся к специям, которые на Крите растут в большом количестве и иногда прямо у дороги. Возле археологического музея Крита вы даже можете увидеть импровизированный сад с любовью высаженной душицей, розмарином и шалфеем. Веточки мяты и лаванды тоже порадуют вас своим присутствием.
Я не удержалась и сорвала одну. И теперь моя комната благоухает, хотя уже прошло около месяца с момента нашей с ней встречи. Кстати, фантазия жителей острова не ограничивается рамками традиции. И иногда можно встретить достаточно винтажные интерьеры, например, в кафе. Столешница этого стола сделана из старых оконных ставень. Смотрится очень необычно. Насколько безумным и интересным может быть полет фантазии Творца, увидим в деревне Маргаритас, уникальной деревне гончаров на Крите. В деревне проживают всего 300 жителей, а само расположение места завораживает. У подножия горы Псиларитис, одной из самых высоких гор на Крите. Почти каждый дом в деревне – это сразу еще и мастерская, и магазин. Мастера с удовольствием покажут вам весь процесс изготовления традиционной или же современной керамики из местной глины. Можно также пройти 3-дневные курсы изучения основ керамического дела за отдельную плату. Уютные кафе, старинные улочки, гончарные мастерские прекрасно сочетаются с венецианской архитектурой. В центре деревни расположены красивые венецианские дома, а также несколько старинных церквей. А на окраине можно найти монастырь Святого Спасителя Христа и Святого Гидеона Каракальского. Дома венецианского аристократического рода Дандоло примечательны полукруглыми арками, проходами и кружевным декором. Если честно, я не представляла, что керамика может быть настолько разноликой. Керамические светильники, дверные колокольчики, горшки, посуда, кружки и кувшинчики, брелки и подвески, фигурки животных и поющие колокольчики.
и даже забавные червячки и актуалочка о коронавирусе. При желании можно найти и поделки из оливкового дерева, например, вот этого забавного ослика. Мы перемещаемся в небольшую деревню Апостоли. В ней, в самом обычном доме, никем не охраняемом, с открытыми для всех дверьми, мы можем увидеть, как издревле греки производили оливковое масло. У нас бы все это растащили уже на второй день, честное слово. Еще Древний Египет закупал оливковое масло на Крите, и оно упоминается в архивных документах Эблы, одной из старейших цивилизаций Сирии, относящейся к середине 3-го тысячелетия до нашей эры. Большие каменные колеса с рычагами служили для перемалывания оливок. Затем оливковая паста помещалась под пресс, и вот в этот небольшой резервуар стекало уже готовое масло. Ну и ткацкий станок стоит здесь же, с начатым тканным полотном, аккуратно натянутыми нитями основы, как будто ткачиха просто вышла ненадолго полюбоваться знаменитым критским закатом и скоро снова вернется к своей работе. Ну что ж, мы, конечно, устали, поэтому спускаемся к чудесной таверне, где нас ждут не просто традиционные критские блюда, о которых я уже рассказывал вам в прошлом ролике, но и самый настоящий эксклюзив – критская народная музыка в живом исполнении. Оказывается, Костас профессионально играет на лире – греческом музыкальном инструменте, напоминающем скрипку. На лире играют как на скрипке при помощи смычка, но кладут ее на колени в вертикальном положении. Костасу аккомпанирует его друг на лауто. Я прощаюсь на сегодня с вами, друзья, и оставляю вас наедине с чудесными греческими музыкальными мотивами и фантастическими видами острова Крит.